Занимаясь ремонтом своего дома, супружеская пара обнаружила нечто, что перевернет их жизнь с ног на голову. Вскоре после уборки первого и второго этажей дома они и не подозревали, что во время уборки подвала их внимание привлечет нечто удивительное. Они были заинтригованы тем, что нашли во время уборки, и начали искать дальше. Однако они понятия не имели, что им нужно связаться с ФБР. Но прежде чем мы начнем, нажмите на кнопку «Мне нравится» и не забудьте подписаться, если вы этого не сделали, и нажмите на колокольчик уведомления, чтобы не пропустить новые истории. Когда они начали отрывать стены, муж наткнулся на какие-то граффити, размазанные по всей комнате. Он не мог поверить своим глазам. В потолке что-то застряло. Он пригляделся повнимательнее, и ему пришлось положиться на свою силу и выносливость, чтобы схватить предмет и вытащить его. Домовладелец не обращал особого внимания на то, что происходит вокруг. Он продолжал наводить порядок в квартире, а затем простукивал ее, снимая каждый шаг на камеру. Некоторые стены были частично разрушены, когда он начал разбирать потолок. Когда он продолжил, то увидел нечто невероятное. В конце концов он заметил, что это огромное сооружение было чемоданом. Он встал рядом с чемоданом и был удивлен его весом. Почему такая сумка должна быть такой тяжелой для своего размера? Он решил позвонить жене и подождал, пока она вернется домой. Он начал осматривать чемодан и был потрясен, когда обнаружил, насколько массивной была эта вещь. Несмотря на то, что он был довольно маленьким, секреты, скрывающиеся внутри, могли быть огромными. Когда его жена вернулась, он объяснил ей, что он только что нашел. Супруги собрались вместе и провели мозговой штурм, чтобы выяснить, что могло быть в этом чемодане. Вместе они открыли чемодан, и сначала ничего не было заметно. Они обнаружили стопки вощеной бумаги, обернутые вокруг прямоугольных предметов. Он начал сдирать восковую пленку. Затем ему показалось, что он смотрит на деньги. Они были рады начать распаковывать все остальные посылки. Они верили, что то же самое будет и в остальных посылках. Они были в восторге, когда начали снимать слои вощеной бумаги и вместо них обнаружили купюры по 50 и 100 долларов. Мертвый. У них в голове вертелось множество вопросов. Супруги были поражены возрастом бумаги. Однако, сколько же стоили эти деньги в сегодняшней валюте? Поэтому они связались с юристом, который помог им оценить стоимость всей наличности. Адвокат заявил, что деньги, которые они нашли в сумке, стоили около 23 тысяч долларов. Но они даже не знали об этом. На этом все еще не закончилось. И снова реставратор был единственным, кто увидел второй чемодан. Чемодан. Он даже не мог сдержать своего волнения. Как могло случиться, что он не заметил этот чемодан, когда получил первый? Он дождался возвращения жены, чтобы вместе с ней снова открыть его. Он записал все происходящее на камеру. Вскоре они обнаружили нечто настолько неожиданное, что было решено обратиться в ФБР. Домовладельцы понимали, что им необходимо продолжать ремонт, и что они это сделали. Они не знали, что пачки банкнот были не единственной вещью, которую они там обнаружат. Выбор нового чемодана был для них решающим, поскольку они никак не могли забыть сокровище, которое хранилось в первом чемодане. Однако в чемодане было не то же самое. Пачек наличных не было. Наконец, волнение из-за сумки, наполненной деньгами, улеглось, и они вернулись домой, чтобы закончить ремонт в своем доме. Именно тогда они обнаружили на втором этаже наружную дверь, о которой уже спрашивали. Они открыли дверь и увидели пугающую секретную зону. На этом мероприятии было полно денег, аккуратно разложенных в ряд. Они ахнули. Сколько же там было наличных? Они не могли поверить в свою удачу. Насколько удачным они собирались его приобрести. Они еще раз оценили его и обнаружили, что эта партия стоит примерно 45 тысяч долларов, и они разбогатели. Они снова были удивлены и шокированы, но это только укрепило их решимость продолжать сотрудничество с домом. Там была потайная дверь, о которой им сообщил продавец. Они считают, что именно здесь должно быть что-то маленькое, но достойное внимания. Помещение для водонагревателя было просто уловкой для нового покупателя дома, заставившей его думать, что это обычный дом. Но когда дверь приоткрылась, они не могли поверить в то, что увидели. Там была потайная комната, гораздо более значительная, чем они ожидали.
Он велел своей жене оставаться на месте, сомневаясь в том, что ему предстоит обнаружить. Он начал задумываться, и его подсознание обратилось во все стороны. Что может скрываться за этой дверью? К сожалению, дверь была закрыта на главный замок и запиралась на засов. Он тут же бросился туда, схватил молоток и начал колотить. В комнате было темно и пахло плесенью. Что же там могло скрываться? Он и понятия не имел, что его дом все это время был полон тайн и лжи. Они были шокированы, увидев содержимое портфеля. Конверты, набитые записками из разных стран, старинную деревянную шкатулку, шкатулку для драгоценностей, кольца, часы и серебряные слитки из страны Оз. По какой причине они берегли свои самые дорогие вещи? И от кого они их защищали? Продолжая осматривать дом, они увидели нечто, что кое-что объяснило в его истории. Когда они начали исследовать останки, они поняли, что им нужно срочно связаться с властями. Они сделали несколько фотографий и записали все, что нашли. В конце концов, это было событие, которое они не хотели бы забыть никогда. Им было интересно посмотреть, что же там было спрятано, поэтому они, наконец, открыли пакет и заглянули внутрь. Он был полон ценных вещей. Они купили дорогие антикварные украшения в виде часов, колец. Они увидели конверты с деньгами из разных стран. Они увидели спрятанный черный сейф Сентри. Что на первый взгляд может скрываться в секретном хранилище в потайной комнате? Он понимал, что это не то, что он был бы рад найти. Все предметы внутри выглядели ценными, но что они делали в этой комнате, которая так хорошо охранялась? Когда он взломал ее, то получил записку, которая подтвердила его худшие подозрения. Формулировка была достаточно опасной, но тот факт, что почерк был четким, а слова написаны черными чернилами, делал результат еще более зловещим. Кто это написал и каковы были его намерения? Он понимал, что обнаружит этот факт только если продолжит расследование. Пришло время привлечь власти. Однако следующее, что он обнаружил, заставило его почувствовать себя в опасности. Он увидел несколько кассет, к которым было приложено письменное сообщение, в котором говорилось «Не делай этого». Он мог бы сказать, что эти документы были записями. Он испугался, когда увидел это. Они решили, что пришло время вызвать полицию. Домовладелец не смог сдержать любопытство и вскоре узнал, что содержалось на пленках. Просмотрев записи в течение нескольких секунд, он позвонил властям и попросил их прибыть в дом как можно скорее. Затем ФБР изъяло эти записи, материалы расследования, а затем задало ряд вопросов обо всем, что они видели на территории. Этой паре повезло в том, что они были безобидны и не пострадали ни в одном из этих расследований. Они сделали все возможное, чтобы связаться с властями. Теперь у них навсегда останется своя уникальная личная история, которую они смогут рассказать. Приобретение всевозможных интересных вещей в старых домах, безусловно, не является чем-то новым. Многие люди, переехавшие на новое место, сами сделали необычные, а иногда и тревожащие их открытия. Одним из примеров этого является этот человек, который купил дом. Первоначальный домовладелец скончался, и брокер продал дом как есть.